Мрачная годовщина — это сюжет, который будет с нами какое-то время. Ведь сейчас мы будто заново переживаем те дни, когда не просто происходило ужасное. У многих из нас была просто парализована воля, а вся жизнедеятельность сводилась к лихорадочному обновлению ленты. Все остальные дни войны будто слились в один. Сегодня мы не будем ужасаться, не будем подводить вещественные итоги. Сегодня мы приведем 7 фактов, которые стали очевидны за этот год. Факт первый. Украина совершила невозможное. Сегодня мы вовсю рассуждаем об украинском контрнаступлении. Когда уже Украина освободит то, когда освободит все, когда выйдет на границы 23 февраля, когда зайдет в Крым, когда отбросит оккупанта до границ 1991 года и что и в каком количестве ей для этого нужно. И тут легко забыть, и все забыли на самом деле, простой факт. В первые дни, недели, пару месяцев войны ни о чем похожем никто не мог говорить даже в шутку. В первые дни речь шла только о том, сколько продержится Киев, и все прогнозы давались в часах. Когда стало ясно, что столица выстоит, возник вопрос, сколько еще территорий на востоке и юге захватит путинская армия. Судьба Николаева, Кривого Рога, Харькова и Одессы до середины весны считалась решенной, равно как и полный захват Донецкой и Луганской областей. Даже когда украинская государственность выстояла и не развалилась, даже после того, как продвижение российской армии было замедлено, а после остановлено, даже когда украинские дороги оказались усеяны сгоревшей российской бронетехникой, даже когда все поверили, что Украина может и будет сопротивляться, никто и представить себе не мог, что ВСУ будут воевать с российской армией сначала на равных, а после начнут побеждать и погонят врага со своей территории. Слишком несопоставимые масштабы, слишком несопоставимые бюджеты. Какая бы ни была коррупция и некомпетентность в российских военно-политических ведомствах, невозможно долго давать отпор противнику, у которого какие-то ресурсы больше твоих в разы, какие-то на порядок, а какие-то на много порядков. Нынешнее положение вещей — это нечто невообразимое. Такого просто не могло быть. Страна, которая по всем прогнозам должна была капитулировать днем раньше или днем позже, вынуждает Путина сдавать города и проводить мобилизацию. Заставляет принимать самые тяжелые и самые непопулярные решения, которые все равно не улучшают ситуацию. Это победа именно Украины. Это ее армия выстояла, ее народ выстоял, ее политическая система выстояла. Ее лидер, от которого никто ничего особенного не ждал, смог сплотить нацию и повел свою политику так, что война России с Украиной перестала восприниматься как локальный конфликт двух постсоветских стран где-то на окраине мира. Нет, это битва добра со злом, демократии с деспотией. Чем дальше, тем больше союзники помогают Украине. Но тут важно понимать, это не Украина побеждает, потому что ей помогают. Это Украине помогают, потому что она побеждает. Все хотят быть на стороне победителя. Если бы Украина не показала столь феноменальных, столь невозможных результатов, если бы все происходящее для западного общества не стало голливудской историей про страну с храбрым народом, который дает по щам возомнившего о себе агрессору, то получила бы Украина не химарсы, БМП, ПВО, танки, пулеметы, снаряды и ракеты, а от мертвого осла уши, 300 касок и глубочайшую озабоченность. Факт второй. Россия – страна без фундамента. За этот год мы узнали масштабы бедствия внутри своей страны. Трудно себе вообразить, сколько всего в России держалось на чистых понтах. Сколько из того, что мы видели, было павлиньими хвостами, липой, пылью в глаза. И ладно бы все эти Кадыровы, преуспевшие в пытках безоружных, в запугивании своего народа, которые при встрече с вооруженным противником оказались чистым посмешищем, тикток-воинством, вошедшим в мемы. На секунду забудем обстоятельства, при которых это все выяснилось, и посмотрим на факт, как он есть. Россия, оказывается, в некотором роде Лихтенштейн или Ватикан. Мы всю жизнь провели в стране без армии. Есть парады, есть огромный военно-промышленный комплекс, есть Министерство обороны, у которого собственный медиахолдинг и сеть магазинов фирменного мерча. Но нет армии. Нет важнейшего для такой огромной страны государственного института.
Представьте себе вооруженный конфликт России не с Украиной, у которой военный бюджет в 10 раз меньше, а с любым сопоставимым противником. Россия не разделит судьбу Ирака, не будет разбита, как амазонское племя, только потому, что у нее есть ядерное оружие. Ну, или все считают, что оно у нее есть. У России, вроде как, есть непробиваемый ядерный щит, благодаря которому все сказки о том, что на нас может кто-нибудь напасть, это лишь пропагандистские пугалки. Щит у России есть. Ну или как минимум весь мир думает, что он есть. Но вот ее меч оказался, что сделан из картона. Теперь мы знаем, что российская армия — это такое место, где все, от лейтенанта до генерала, заняты исключительно навешиванием друг другу лапши на уши. Лапша начинается с таких базовых вещей, как численность войск, наличие оружия, техники и боеприпасов. Армии, как управляемой институции, просто нет. Невозможно ничем управлять, когда ты не имеешь понятия, чем управляешь. Ты не можешь сказать: «У меня есть танковый батальон». Потому что на самом деле по комплекту людей и техники это может быть пехотный взвод. Спецслужбы — фундамент режима. На разведку и контрразведку не жалели денег. Им строили зловещее и секретное реноме. На деле оказалось, что спецслужб тоже нет. Российская разведка ничего не знает о соседней стране, которую можно изучать, просто читая Facebook. Российская контрразведка ничего не знала и ничего не смогла сделать с тем, что американское правительство узнало о планах Путина на месяцы раньше, чем российское. С тем, что из самого близкого круга, самых доверенных конфидентов Владимира Путина доклад дяде Сэму идет в тот же день. В данном случае это хорошо. В данном случае это спасло человечество. В дефолтном случае это была бы полная катастрофа. Система безопасности государства, самые базовые ее институты — одна большая декорация. Папье-маше, выкрашенная золотой краской. И все это рухнуло на наших с вами глазах. Продолжаем. Факт третий. У современной войны не может быть победы. Если бы вторжение США в Ирак состоялось не в 2003 году, а лет на 100-150 раньше, это была бы блестящая победа. Весь цивилизованный мир говорил бы о великом президенте Буше и о его потрясающем завоевании. Какие вообще вопросы? За 3 недели захватили столицу немаленького государства. 27 миллионов человек по меркам 2003 года. Это больше Казахстана. Огромная армия богатой нефтяной диктатуры просто рассыпалась, не нанеся интервентам хоть сколько-то значимого урона. Молниеносная война, война малой кровью, на чужой территории. Иракскую армию в 300 тысяч человек с танками, самолетами и орудиями разбили в ноль, как какое-то племя зулусов с копьями. В другое время, в другой экономической, политической, этической реальности Ирак стал бы американской колонией, приносящей отличный доход, а в честь Джорджа Буша Багдадского возвели бы в Вашингтоне триумфальную арку. Все, о чем Путин мечтал в Украине, у США получилось с Ираком в 2003. Причем в сопоставимые сроки. Ну, представьте себе, что 16-17 марта Киев сдается без боя. У американцев с Багдадом вышло именно так. Что их ждало в качестве трофея? 8 лет тяжелейшей партизанской войны, в ходе которой погибло втрое больше американских солдат, чем, собственно, при вторжении. Около $2,5 триллионов из кармана налогоплательщиков, сожженные в никуда. Дестабилизация большого региона, из-за которой придется еще много лет тратить огромные деньги и жертвовать американскими солдатами в никому не нужных песках на максимальном удалении от дома. И никакой славы завоевателя и покорителя Ближнего Востока. Джордж Буш покинул должность одним из самых непопулярных президентов в новейшей американской истории. Он нанес тяжелейший ущерб репутации Соединенных Штатов. Он подорвал доверие к словам правительства и данным американской разведки. Он поссорил страну с союзниками по НАТО и стал обузой для собственной партии. И вопрос, как и когда вы собираетесь все это заканчивать, стал одним из главных на президентских выборах 2008 года. Буш выиграл войну, но оставил после себя здоровенную кучу дорогостоящих проблем на десятилетия. Авантюра получилась безумно дорогой. Если посчитать только прямые военные расходы в Ираке и Афганистане, обе войны американцы, в общем-то, выиграли в военном смысле. Так вот, если их посчитать без учета косвенных потерь, то одной этой суммой можно финансировать все расходы украинского бюджета, включая войну с Россией, лет 30-35. К чему это я веду? Войну в 21 веке заведомо нельзя выиграть. У нее нет достижимых целей.
Если ты поднял свой флаг над какой-то территорией, это означает лишь обязанность за все и всех теперь здесь платить. Содержать людей, которые тебя ненавидят, которые при первой же возможности будут саботировать что только можно и убивать твоих солдат и чиновников при любой возможности, которая им представится. Никто не будет считать тебя крутым завоевателем и сочинять героические пьесы. Тебя не начнут уважать и бояться. Все будут видеть в тебе вонючего оккупанта и сочувствовать жертве, даже если жертва это с режим Саддама Хусейна, который в лучшие свои годы дал бы 100 очков вперед по уровню людоедства нынешнему Лукашенко. Факт 4. Путин поставил на войну все. Какова одна из главных причин, почему мы не верили в полноценную войну до последних 2 недель перед вторжением? Просто за все время, что мы знаем Путина, он никогда не покупал билет в один конец. Никогда не гулял на все деньги. Он всегда оставлял себе опции для выхода из ситуации. У него всегда был сценарий отмены и отползания. Историю про то, что Путин никогда не сдается и всегда идет до конца, придумала пропаганда. И все в это поверили почему-то. На самом деле, всякий раз, когда он сталкивается с явным препятствием, с каким-то сопротивлением, он отступает. В 2014 году тоже планов было громадье. Не 2 же областных центра с окрестностями планировали назвать Новороссией. Но на дурачка по крымскому сценарию не прокатило. Не получилось отделить восток и юг Украины. Получилось кроваво и бессмысленно. И заморозили, забыли до лучших времен. Из большой фронтальной войны у Путина нет выхода. Теперь эта война равна его режиму и ему самому. Такую войну нельзя выиграть в телевизоре. Нельзя объявить себя победителем, а Киев захваченным, потому что ведь Киев будет возражать. У этой войны будет внятный конец. Кто-то победит. Бессмысленно сегодня гадать, сколько бы продержался режим Владимира Путина без войны. С тем количеством нефтедолларов, которые в него поступали, с тем количеством силовиков, которых можно было на эти нефтедоллары содержать, режим мог бы прожить очень долго. Но сегодня есть ответ достаточно внятный. Владимир Путин останется у власти столько, сколько будет идти эта война. Он в нее вложился весь и всецело. Он не может в этой войне победить, как не может сказать «хватит» и вывести войска. Он может лишь тянуть время. Тянуть, пока хватает денег и устойчивости режима. Пока удается хотя бы имитировать какое-то молчаливое одобрение. И это по-своему изумительно. Изумительно, насколько Путин был убежден в своей ставке на легкую победу, на Новый Крым. Был убежден настолько, что поставил на кон буквально себя самого. Факт 5. Россия в международной изоляции. Еще в начале войны можно было догадаться, что эта авантюра превратит Россию в международного изгоя, что Европа отвернется от Путина, США введут санкции, даже Австралия и Новая Зеландия не останутся в стороне. Также легко было предсказать и возможных российских союзников. И если для подсчета стран, которые выступят против войны, нам потребуется достать блокнот и составить длинный перечень, чтобы никого не забыть, то вот тех, кто поддерживает войну, можно было пересчитать буквально по пальцам. Загибаем. Беларусь, Иран, Северная Корея, Сирия, парочка африканских диктатур и, в общем-то, все. Даже Эритрея была скорее сюрпризом, чем какой-то нормой. Могу даже предположить, что в Кремле на поддержку от Эритреи отреагировали не словами «О, за нас еще одно государство», а скорее вопросом «Эритрея? Это где-то в Африке, да?» Чем дольше идет война, тем сильнее изоляция России на международной арене. Союзники по ОДКБ предпочитают думать о собственном благополучии, а не о путинских проблемах. Китай и Индия не собираются вступать в открытый конфликт с Западом. Им это просто невыгодно. Даже Лукашенко, который, казалось бы, целиком зависит от Путина, просто стоит в сторонке и иногда выкрикивает что-то громкое и невнятное, не то осуждая Киев, не то им восхищаясь. Да, есть страны, которые напрямую не осудили вторжение России в Украину. Но тут возникает вопрос, действительно ли они поддерживают решение Путина и выступают за свержение воображаемых нацистов в Киеве. Нет, не выступают. Для них поддержка России – это возможность бросить вызов Западу, а вовсе не желание впрячься за друга, который сражается за правое дело. Государства с весьма сомнительными режимами тоже нельзя назвать полноценными союзниками России. Иран и Северная Корея, конечно, передают России оружие. Но на каких условиях? Вряд ли экономика этих стран позволяет им заниматься благотворительностью. Мол, давай, дорогой друг, бери у нас ракеты бесплатно, потом как-нибудь сочтемся. Нет, конечно.
Для иранского и северокорейского режимов продажа оружия – это, в первую очередь, возможность поправить свои внутренние дела. Сперва экономика и обеспечение собственной армии, а уж потом поддержка соседа-неудачника. В общем, положение у России незавидное, особенно на фоне Киева, за спиной которого весь Запад. Буквально вчера мы в прямом эфире могли наблюдать, как страны всего мира голосовали в поддержку Украины. К годовщине войны Генассамблея ООН провела голосование по резолюции, требующей немедленно вывести российские войска с территории Украины. И что мы видим? 143 государства за резолюцию, а против всего 7. Интересно, что даже Иран воздержался при голосовании. Факт 6. Путин потерял все, даже собственные достижения. Приведем один простой пример. С самого начала своего правления Владимир Путин воспринимал газ не как товар, а как инструмент политического влияния. Примерно до начала десятых предполагалось, что государство должно избавляться от коммерческих активов, и каждый год принимался новый план приватизации. На практике все свелось к известной схеме. Одна госкомпания за кредит Госбанка продает активы другой госкомпании, а на вырученные средства покупает себе еще какой-нибудь частный бизнес. В итоге такой приватизации доля государства в ВВП выросла в 3 раза. И все же разговоры о передаче государственных активов в частные руки были, решения принимались, планы формально выполнялись. За одним исключением. В отличие от всех остальных госкомпаний, «Газпром» сразу и официально был выведен из любых планов приватизации. Потому что торговля газом – это вам не вопрос заработка денег, это вопрос политический. О чем были все газовые войны России с Украиной и с Беларусью? О том, что цены, условия, скидки на поставки и цена на транзит, работа с долгами, разрешение конфликтов – это не отношения хозяйствующих субъектов, например, «Газпрома» и «Нафтогаза». Это отношения Путина с украинским правительством. В случае Беларуси – личные отношения Путина и Лукашенко. Скидки, отсрочки по долгам, внерыночные условия поставок – все это плата за лояльность. Пока Путину говорят приятные вещи и клянутся в вечной дружбе, пока с ним собираются углублять интеграцию, а то и вовсе строить союзное государство, Россия будет осуществлять поставки хоть себе в убыток. Можно оплачивать газ собственным кредитом, а потом его списывать. Россия закроет глаза на многолетние долги. В период особенной любви и дружбы Владимира Путина с Виктором Януковичем цены на газ для жителей и предприятий в Киеве были существенно ниже, чем в Москве. В Беларуси промышленные гиганты советской эпохи еще как-то живы только по одной причине. Энергоносители из России Лукашенко получает в обмен разве что не на стеклянные бусы. Что случилось, когда уважаемые партнеры по СНГ переставали петь по нотам и начинали вертеть головой в другую сторону? Тогда немедленно выяснялось, что мухи отдельно, котлеты отдельно, что дружба дружбой, а табачок врозь, что у газа есть рыночная цена, а еще долги накопились. А еще мы отлично видим, как вы газ из трубы подворовываете. То есть мы видели всегда, но теперь это проблема. Будете себя хорошо вести, отыгрывать вассальную преданность, газ будете получать хоть бесплатно. А если нет, у ваших жителей платежи вырастут в 20 раз и встанет к черту вся промышленность в стране. После такого никто у власти не усидит, будь ты хоть трижды демократ, хоть 4-жды отбитый диктатор. Этот незамысловатый метод принуждения к лояльности работал десятилетиями. Ровно то же самое собирались провернуть с Евросоюзом. Мы вам дадим любые скидки, построим трубы за свой счет с нуля. Неважно, сколько это будет стоить и окупится ли когда-нибудь. Мы дадим вам столько газа, сколько вы сможете сжечь. Ваши политики будут уходить на пенсию прямо в советы директоров наших госкомпаний. Будут получать больше денег, чем можно вообразить. А мы получим огромный рубильник от всей европейской экономики. И в любой час X стоит нам принять соответствующее решение, вы получите толпы безработных людей, сидящих в неотапливаемых квартирах. Можно посчитать, во сколько обошлись трубопроводы. Можно посчитать разницу между рыночными ценами на газ и теми, что были в контрактах с европейскими странами. Но невозможно подсчитать, сколько денег через подставные фирмы и серые банки было переведено на счета политических партий, заплачено лоббистским компаниям, просто превратилось в прямые взятки западным чиновникам и политикам. Но дело даже не в этом. За почти четверть века Путин выкинул сотни миллиардов долларов на тупиковые и утопические проекты. Дело в том, что газовое порабощение Европы – это редчайший пример, когда Путин проводил настоящую последовательную политику. Не бессмысленный прожект
с которым полгода носятся как дурень со ступой, а потом забывают навсегда, но политику с понятными целями и действиями по их достижению. Глупую, конечно, с глупыми целями, но все же последовательную политику. За год уничтожено все. Все 20 лет газовой экспансии. Северные потоки лежат в руинах. Германия, бывшая центром доктрины «газ в обмен на лояльность», которая половину всего газа импортировала из России, теперь импортирует 0 кубометров. 20 лет строили рычаг, способный выключить европейскую экономику, но сломали его за 10 месяцев. В общем-то, может быть и хорошо. России такой рычаг не нужен. Но сам факт, что так долго строили, и он немедленно пропал. Такое же произошло и с многими другими планами Путина. Факт 7. Бабло не правит миром. На этой войне рухнула не только путинская армия. На ней рухнула вся путинская картина мира. Картина мира мелких политтехнологов из 90-х, в которой все на свете происходит за бабло, именем бабла и во имя бабла. Где любые принципы, ценности, мораль, нравственность, вера – чепуха для электората, который спичрайтер досыпает в речь для тайминга. Где все покупается и все продается. Они же ведь до сих пор твердят, что помощь Украине, санкции против России для Запада невыгодны. И надо думать, этот нарратив вполне искренний. На культе бабла строилась во многом сама идея вторжения. Запад никогда не вмешается всерьез, ведь тогда он понесет потери. Разгонится инфляция, вырастут коммунальные платежи, население будет недовольно. Те, кто зассал 90-е, сейчас слышат очень знакомые нотки. Сама идея о том, что жизнь людей не сводится к тому, чтобы выкрутить термостат на 30 градусов и плавать в музыкальном фонтане, что она не сводится к потреблению, переходящему в шизофрению, строительству дворцов и покупке яхт, что не любое действие и не любое решение обоснованы сиюминутной выгодой, что у людей реально могут быть ценности и убеждения, во имя которых они готовы поступиться комфортом и достатком. Эта идея тем людям, которые вели избирательные кампании путем раздачи сахара и гречки, в голову просто никогда не поместится. А оказалось, что ценности есть, что избиратели не бегут свергать правительство, когда у них платежки выросли и еда подорожала. Они понимают, во имя чего этот дискомфорт. Что международные корпорации, те самые безликие и бесчувственные генераторы бабла, готовы поступиться выгодой, чтобы сохранить свою репутацию. Еще одно слово, непереводимое на путинский язык. Что политики готовы идти на издержки и риски, если чувствуют моральную правоту и понимают, что избиратели ее оценят. Устойчивые политические модели Запада играют в долгую. Они не торгуют на вещевом рынке в ложниках 1994 года. У них нет задачи урвать куш сегодня любой ценой. Их репутация, ценности, убеждения – более чем значимый актив. За каждым словом Путина видно это удивление. Ну как же так-то? У вас энергоносители подорожали. Ваши Visa и MasterCard больше не имеют процент со всех транзакций в России. К вам едет меньше туристов. Ваши авиакомпании должны облетать полконтинента, чтобы в Азию попасть. Вы же везде теряете. Зачем вы сжигаете собственные деньги? Почему вам не пофиг на эту Украину? Ну отдайте уже ее мне и давайте как раньше. Business as usual. Но ему отвечают: да, мы потеряли. Нет, не отдадим. Чуть-чуть потерпим и восстановимся. Ничего ужасного. А вот тебе, козлу, будет по-настоящему плохо. Потому что те принципы, те ценности, те договоры и правила, которые ты похерил, это не пустой звук, не декларации и не благоглупости. На них держится современный благополучный мир. Мир, где до тебя, урода, не было войны, где все богатели и процветали. Да, сейчас мы потеряем, зато потом будем богатеть и процветать, но уже без тебя. Потому что любое долгосрочное процветание держится на принципах и ценностях. Хотя политтехнологу из 90-х, все время рыщущему глазами, где бы слямзить лишний доллар на позолотку к ёршику, этого никогда не понять. До завтра.